Закончилась моя прямая трансляция вчера. Вчера был день рождения у меня. У меня такого дня рождения никогда еще не было. Буду долго теперь помнить его. Своеобразное было, необычное, интересное. Столько много поздравлений я еще никогда в своей жизни не получал. За время прямого эфира было больше 260 поздравлений. Ну, очень приятно, конечно. Вот, а сегодня уже другой день. У нас четвертый день подряд идет дождь, мокро. И я сегодня решил такой непыльной работкой заняться. Это убрать кирпичи от печки, которую я тут разбирал. Так вот выглядит сейчас печка. До конца я не убрал. Если я уберу последний кирпич, то у меня откроется помещение другой комнаты. Вот в той стороне и в этой стороне. Значит, печка отапливала две стенки сразу. Вот, я на улицу выбрасываю кирпичи свои. Вот эти вот, где половинки, где целые, сортирую их. И, в общем-то, вот такая у меня работа. А было у меня сегодня необычная встреча, что называется. Просто вот вау, по-другому никак. У меня вот в этом углу были сброшены кирпичи, ну, чтобы не мешались, я их аккуратно на бетонный пол здесь положил. Вот, и когда я доставал очередной кирпич, оттуда выполз дружок. И сейчас вы увидите, что за дружок был у меня там. Я вам уже рассказывал, что когда я бетонировал полы в будущей гостиной, у меня, когда еще не было бетона, только песок был, в этом углу, вот где сейчас стоят деревяшечки здесь, кувалда, туда, вот в этом углу был желтопуз или желтобрюх, или полос. Я не знаю, как правильно называется эта змея. Вот, местные ее по-разному называют. И эту я змею держал за хвост. И она уползла вот между камнями вот сюда, под пол. Представляете, что я нашел у себя? Во, змея. Да, Урсик, это змея. И она уходит. Подожди, Урсик. Урса. Это, наверное, желтопузик. Подожди, Урса. О, я ее за хвост поймал. И она уходит прямо под дом. Видали? Поймали змеюку за хвост. Вот такая. Я захожу, а она здесь лежит. Ну, ладно, мы тебя еще увидим. Уползает. Урса, она уползает. Ну, во всяком случае, это не гадюка. Это молодой желтопуз. Вот такие вещи, настройки случаются. Да, Урсик? Вон, смотри, змеюка. О, уползает. Алочка бы, наверное, со страха умерла бы. Ну и куда ты ползешь? И здесь еще тогда у меня был пол. Это сейчас его здесь нету, я его разобрал. Вот, и она куда-то сюда уползла. И вот я когда здесь шумел, гремел, доски взламывал, никого под этими лагами здесь я не увидел. А сегодня, уже прошло несколько дней после этого безобразия всего, вот в этом самом углу, ну сейчас уже кирпичей мало, вот непосредственно вот здесь, убираю кирпич и вижу, лежит шнурочек. Я его раз, вначале вот уголочком прижал немножко, чтобы он не уползал, и потом в окошко туда его выбросил, и вот на том газончике то самое место, видео, где вы видели. Вот такая была встреча у меня сегодня. Вот такую штуку из дома вытащил. Она у меня была между кирпичами. Я ее через окно выбросил. Вот.
Да зачем? Это, наверное, та самая змея, которую я за хвост поймал. А сейчас, смотрите как. Прямо аж на меня нападать хочет. Ну, это, конечно, желтопуз или желтобрюх. Давай уходи отсюда. Куда-нибудь подальше. Ого. Готовится прямо аж напасть на меня такая. Видали? Я не хочу его убивать. Иди отсюда. Ну, заползай в трубу. Хвост один торчит. Все. Я ее в трубу положил. Вот она там сидит. Желтобрюх. Ну дела. Вот так сейчас выглядит печка кубанская с 5 каналами, которая была. Верхний ряд я все снял уже. Здесь снизу тоже все разобрал. Осталось очень много копоти, сажи всего этого. И как мне специалисты сказали, что надо все убирать или засыпать песком. Дело в том, что сажа, если напитает влаги, то вот этот неприятный запах, его ничем не убрать. Он будет просто-напросто забивать запах в комнате. А вот это вот есть выход трубы. Ее тоже нужно будет все разбирать, а наверху ставить заглушку какую-то. И вот если я уберу последний кирпич, то я попаду прямо в соседнюю комнату. Надо будет все аккуратно. Конечно, надо подпорки под потолок. Вот тоже надо подумать, как это все сделать. Вот так она, вот эта вот кубанская печка, стояла здесь. Ну, я потом все это гипсокартоном выровню под один уровень, поставлю внутри каменную вату, чтобы не было звука, звукоизоляцию и теплоизоляцию поставлю. И мне будет просто вот это все ровно сделать под один уровень. Вот. Ну а сейчас вот надо все вот эти кирпичи мне убрать, которые здесь вот вывалены, потом перфоратором взломать бетонный пол. Остатки досок убрать здесь, буквально осталось чуть-чуть. Все это расчистить, подогнать под один уровень и заниматься уже бетонированием вот в этой комнате, где будет у меня кухня. Еще одно мое действие, которое я сейчас занимаюсь, это вот через окно выбрасываю кирпичики сюда, чтобы не таскать их через весь дом на тачке. И аккуратно складываем возле дома. Это хорошие кирпичики, это не очень хорошие кирпичики. Из этих кирпичиков мы решили сложить у нас на площадке возле будущей террасы небольшой мангал, место для шашлыков, который не надо на растворе складывать, а можно вручную. Раз-два, как конструктор сложил и все. Потому что эти кирпичи уже в строительстве никуда не пустишь, потому что у них сажа, копоть есть и будет запах. А вот для мангала на улице очень даже можно его использовать. Так что у нас такой вот труд, называется «Кидай дальше, пока летит, отдыхай». Неожиданно наступила теплая погода без дождя. И оказывается, я до сих пор еще еду на машине с зимней резиной. Не просто с зимней резиной, она еще у меня и шипованная. И наконец-то у меня сегодня дошли руки, что пора бы мне поменять зимнюю резину на летнюю резину. Тем более, что она у меня уже на дисках. И это нужно сделать быстренько, потому что завтра мне опять нужно ехать в Краснодар.
А по какому поводу? Да просто-напросто меня берут на работу, и завтра мне нужно ехать в Краснодар, проходить медкомиссию. Это обязательное условие работодателя. Благо, что медкомиссию проходить нужно будет за счет работодателя. Так что завтра у меня будет дальняя поездка в Краснодар, но уже на летней резине. Так что сейчас надо быстренько поменять резинку. Слышите шум? Это работает компрессор. У меня в машине есть насос, который позволяет делать подкачку непосредственно со своей машины. Это замечательно в том плане, что не надо ехать на бензоколонку куда-то искать насос. Или у тебя насос педальный, он и давление показывает, и качает. И можно надувать не только колеса, но и матрасы всякие. Так что можно сэкономить время на этом. Всем привет из Краснодара. Я приехал в город Краснодар опять по очень важному делу. Меня пригласили на работу. И сейчас мне нужно просто пройти медкомиссию. Я приехал в Краснодар для прохождения медкомиссии. И столкнулся с приятными вещами, в кавычках. Это краснодарские пробки. Ребята, я еду 500 метров почти полчаса. Это с ума сойти. До Краснодара чуть больше 100 километров, а в дороге больше 2 часов. Да, большой город, конечно, все замечательно, но пробки это, конечно, жесть. Это ладно пробки, так еще и найти место для парковки. А медкомиссия будет проходить не 5 минут. Так что нужно еще найти место и для парковки. Ладно, двигаемся в пробках дальше. В Краснодаре такие пробки, что люди стоят в очереди даже, чтобы заехать на платную парковку. При этом создавая определенные помехи, что транспорт не может проехать. Вот машинка стоит. Вся парковка это возле поликлиники забита. Да, пробки, конечно, жуткие. Зато он отель какой, Платан, очень даже ничего, красивый. Уже полчаса в пробке стою. Ну, анализ уже сдал, кардиограмму сделали, со здоровьем все в порядке. Еще половина комиссии нужно пройти. Ну все, только что прошел освидетельство у психиатра. Самое главное, такая очередь в психиатрии. Это все нормально, здоровый, не психованный. В принципе, все анализы сдал, все в порядке. Ну все, ребята, полностью прошел всю медкомиссию. Осталось заехать оформить в другом месте медицинскую книжку, пройти ликбез работника общественного питания и потом в пятницу опять вернуться сюда, в Краснодар, для того, чтобы уже полностью была отметка медицинской книжки о том, что жив-здоров и могу работать в торговле. Ну, скажу так, я такой медкомиссии уже очень давно не проходил, но все проверили. Самое главное, что я здоров. Но ехал. В итоге приехал оформлять медицинскую книжку в Краснодаре здесь по этим пробкам на Кировской и Ришельевской улице. А они работают до 4. А мне сказали, что до 5. Вот такой вот анекдот. Возвращаюсь я из Краснодара к себе в Молдаванское. Очень такой насыщенный день был. Еще раз повторюсь, я проходил медкомиссию в Краснодаре. За счет работодателя была комиссия. Мне нужно оформить медицинскую книжку для работы. Компания, которая меня пригласила на работу, называется Pepsi Cola. Так что любителям напитков Pepsi Cola большой привет. Ну и в принципе ситуация такова. Значит, я прошел комиссию всю, но мне нужно еще возвращаться в пятницу опять в Краснодар для того, чтобы получить результаты с данных анализов. Такое количество анализов я уже давно не сдавал. Очень, скажем так. Могу поискать это в Яндексе или на карте. Это Алиса с нами. Вот. И в итоге, значит, кровь,
спереди, сзади, в носу, во рту поковырялись. Серьезно, что ли? Вот, и, скажем так, да, действительно серьезно. Анализы будут готовы только в пятницу. И мне нужно в пятницу приехать Ого, опять. надеюсь, что все будет хорошо. Да, Алиса, спасибо, все будет хорошо. Вот, хорошо, когда Я есть... буду держать кулачки. Спасибо, Алиса. Вот как хорошо, когда ты едешь, и за тебя еще кулачки держат. Вот, так что в пятницу обратно нужно будет ехать в Краснодар для финального оформления медицинской книжки. Плюс еще нужно пройти сам минимум, послушать небольшую лекцию. Ну, надо, значит, Доброе надо. слово и буду приятно. Да. Вот, так что в пятницу я еду обратно. Ну и немножечко, скажем, по вопросам, которые мне задавали. Спрашивают, а как насчет автомобилей? То есть на чем едут в Краснодарском крае? Ну, скажем так, я еду на Opel Zafira Не Minivan. успеваю за вашей мыслью. Вот, на минивэне я еду. Что бросается в глаза? Здесь, в Краснодарском крае, скажем, вот конкретно в Крымске, и вот я сегодня был в Краснодаре, тоже обращал внимание, очень мало автомобилей класса минивэн. Какие планы на праздники? Можно сказать, что их совсем вообще не видно. И, значит, Почему? попадались, конечно, Opel Zafira, потому что моя модель, да, я на нее смотрю, и она как-то мне заметна, что вот есть. Что вы с ней делали? А у кого Ford Galaxy или, скажем, Charan или Chrysler Voyager, этих моделей я не видел. Кстати, такого класса автомобилей, как минивэн, в России даже нету в классификации. Там хэтчбеки, это все есть, универсалы есть. А вот Могу поискать это в Яндексе или на карте. не надо. Вот. И, значит, минивэнов нету. Это что касается Тогда автомобиля. переформулируйте запрос. Вот болтушка. И что Ну уж еще? извините, какая есть. И еще, значит, что заметно, конечно, это местный отечественный автопром, различные варианты Лады, вот, но больше всего, конечно, это Лада Гранта и Приора. И, скажем, у ребят с Кавказа, с кавказской национальности, вот Приора это просто вот их топовая Интересная машина. теория. И у них еще есть такая фишка, они любят их принижать, чтобы они внизу, ну, как можно пониже были такие. Вот я такого нигде не видел, вот здесь это есть. Так что Лада Приора. Вот, Все равно не поняла. есть, конечно, Лада Веста, но не так часто. Все-таки она подороже уже. Вот, а вот Гранта и Приора это очень так популярно. Здесь это из новых машин. Ну и, естественно, старых Жигулей, особенно вот восьмерки, девятки, пятерки, их очень много, просто нереально много. Я вот думаю, покупать или нет. Не надо покупать ее, это не очень хорошая машина. Вот, так что вот с Жигулями здесь, конечно, все в порядке, очень много. Притом, ну, вот, может быть, изменения будут с техосмотром связаны, хотя я так думаю, что есть люди, которые просто едут на этих вот мусорниках, так называемых, и даже техосмотр не собираются проходить. Окей. Они в очень плохом состоянии. 29 километров. И, значит, что еще касается, да, есть Нивы, особенно в сельской местности много. Но вот если из новых машин смотреть, скажем, импортных, это Hyundai и Kia. Вот этих классов очень много. Особенно, скажем, Hyundai Solaris, Creta очень популярна, Kia Rio, такие вот, Санта-Фе побольше. Если вот меня кто-то спрашивал с подписчиков насчет немецких машин, скажем, европейских, вот что бросается в глаза, Volkswagen Passat. Очень популярная модель в Европе, скажем так, среднего класса машина. Вот здесь ее фактически нету, единицы, ну просто вот единицы, которые попадаются. Правда, один раз я даже у нас в селе в Молдаванском видел Passat второго выпуска, наверное, 85-й год, 86-й. Вот он еще едет,
да, на нем вот едут, есть такие вот машинки. Да, был, я видел там где-то, наверное, 88-го года такой старый Passat, а вот B4, B5, B6 их мало. Что касается еще немцев, в отличие, скажем, вот от Риги, в Риге много довольно, скажем так, ребят молодых, которые едут на БМках. Тройка, там старые пятерки, вот, так называемые крысы и там покруче. Так вот, БМок здесь очень мало. Мало того, что у молодежи я вообще не видел. Есть там, скажем, пятерки, БМки такие, X5 попадаются. Но, скажем, X5 много видно старых, таких старых уже джипиков потертых. Вот, а свеженьких БМок маловато. Ну, наверное, все-таки дороговато для России та же самая БМка. Аудики, да, аудики попадаются, и А3, и Q5 видел здесь. Из БМок, Опеля, Астры, да, попадаются. Видел пару раз Инсигмы, но немцев мало немцев здесь. Вот еще раз повторюсь, вот Зефиры, да, есть Зефиры, попадалось, но такого массового вот нету. Очень много китайцев, вот всякие лифаны там, да, очень много китайцев здесь, и джипы, и попроще машинки, и маленькие. Вот. Ну, наверное, из-за того, что они дешевые. Скажем, вот если в Евросоюзе китайцев нету, и они просто не имеют допуска, скажем, нельзя на них ездить, они опасные машины. Вот. Но здесь вот в Краснодарском крае этих машин много. Вот. Еще одна особенность такая, что вот заметно, конечно, это если едет машина, громкая музыка, 90%, что это будет либо восьмерка, там девятка, старая, убитая, либо Жигуль пятерка или шестерка. Вот, кстати, пятерки, шестерки очень популярные тоже здесь, их очень много. Старые, да, но на них едут. Вот. Но, скажем, вот я не видел ни одного Хаммера еще. Я не видел Бентли. Скажем, джипы, Мерседесы, да, попадаются довольно-таки часто. Особенно вот в Краснодаре я сегодня ездил, да, это много. Ну и очень много машин с правым рулем. Те же самые Тойоты различные, маленькие, типа, даже не бусики, а вот микроавтобусики такие маленькие, там высокие, узкие, я не знаю. Вот. Этих очень много с правым рулем, да. И я думаю, может быть из-за того, что дешевизна такая этих вот машин. Это вот что касается авторынка. Ну и такой еще момент, насколько я помню, что по цене. Ну вот у меня, например, Opel Zafira, я как-то месяц-другой смотрел, сколько же стоит мой агрегат. Ну вот дизелей, кстати, здесь очень мало. В России в основном едут на бензине. Так вот, я смотрел Opel Zafira, у меня 2008 года машина. Если сравнивать с бензинкой, где-то в районе от 400 до 500 тысяч стоит она сейчас. Как она есть у меня, да. Еще раз повторюсь, это бензиновые машинки, а дизеля они подороже. Но дизелей здесь либо есть очень старые дизеля, либо очень молодые. А вот моего года нет. Поэтому можно представить, что она где-то стоит в районе от 400 до 500 тысяч рублей в России. Конечно, есть разница в регионе. Вот, ну, цена такая. За те же деньги можно купить новую там Лада Приора или Гранта. Лада Гранта, Жигуль можно там за 450 тысяч купить. Ну, Крета это где-то, скажем так, от 900 тысяч. Тем более, что цены на машины, как российские, так и импортные, они поднялись. Скажем, поднялась цена на автомобили. Хотя тех же самых новых Жигулей, скажем так, Лады, да, их не хватает. И хотят купить больше, но вот АвтоВАЗ не может справиться с той нагрузкой, которая есть, на тот спрос обеспечить не могут. Но делают проще, просто цену поднимая, да, и народ все равно покупает. Ну да, это тоже, наверное, бизнес такой. Зачем дешево продавать, если и так берут? Вот. Но я из своего опыта скажу так, что какой бы хороший Жигуль там или Лада не было, любая импортная машина, тот же самый немец, наверное, гораздо лучше. Ну еще, кстати, гольфики, вот Поло и Гольф, мало этих машин здесь.
в Европе они довольно популярные. Вот, да, попадаются гольфики, но очень мало. И тоже пола этих машин мало. Рено есть, Рено Логан, тоже довольно много. Peugeot так попадается. Ну, не знаю, помогла вам эта моя информация или нет. Вот, но что заметно, это вот то, что мини-венов очень мало, таких семейных автомобилей мало. И это, наверное, один из вариантов, чтобы вот сюда можно было везти. То есть их можно продать подороже. Вот. Но опять же, растаможка, она такая геморройная в том плане, что эра ГЛОНАСС, если кто-то собирается переезжать, скажем, в Россию на своей машине из Европы, знаете, вам нужно пройти, получить сертификат соответствия на этот автомобиль, и нужно установить эра ГЛОНАСС. И вот после этого, да, вы сможете, скажем, растаможить машину, а это стоит недешево. Приблизительно где-то 50 тысяч будет стоить вам эра ГЛОНАСС и вместе с СБКТС сертификатом, а может даже и больше. Я, честно говоря, уже не помню. Вот мне это обошлось вместе со стоянкой, оформление вот этого сертификата, кнопку, чтобы можно было, она была зарегистрирована, и прицеп, мне обошлось это больше, чем 100 тысяч рублей. Это было недешево, скажем так. Вот. Но это, наверное, про обзор. Еще один такой момент. Как водят водители Краснодара? Грубо, не все, конечно, но грубых нарушений много. Превышение скорости это 90% нормально. То есть люди едут очень быстро на своих бричках. Второе нарушение, которое часто, это просто ехать через сплошную, там по зебре ехать, выйти на обгон. Сегодня вот в Краснодаре, вот я уже ехал уже после медкомиссии, двойная сплошная, Мерседес в центре Краснодара берет, просто разворачивается и все через двойную сплошную. Ну вот есть такое. Не включить поворотник это нормально. Перестроиться, скажем, не со своего ряда, да, поджав так, вклиниться, это нормально. Но вот, скажем так, для европейцев, более культурных, скажем так, не то что культурных, а которые не нарушают правила дорожного движения, вот, здесь это, конечно, еще далеко до всего этого. Да, тут люди, конечно, хулиганят. Да, стоят ДПСники, вот сейчас тоже еду, вижу, стоит ДПС. Новая фишка такая, летают над трассой квадрокоптеры эти и смотрят, кто там сплошную линию пересекает, потом эти экипажи вылавливают их. Вот есть такое. Ну, россияне, конечно, ругаются, что там опять ужесточение там за неправильную резину, кто вот будет изменения в правилах дорожного движения, там, чтобы машина ехала, скажем, на своих колесах по сезону, а не так зимой и летом одним цветом. Вот. Хорошо, ребята, я, наверное, все, заканчиваю уже, солнышко садится уже, мне еще ехать до моей деревеньки, без обеда сегодня, проголодался. Вот, в принципе, день хорошо прошел, проверил свое здоровье. Те вот то, что сразу тесты могли сказать, да, нормально, кардиограмму сделали, вот там на эпилепсию проверяли, там делали томографию, еще чего-то. Все нормально. Единственное, было чуть-чуть давление, мне сказали, повышенное, проверили. Но я говорю, ну так в пробках ехал у вас, тут плюс волнение определенное, все-таки, значит, комиссию прохожу. Ну вот от этого, ну, в принципе, у меня с давлением все нормально. Большой привет вам из Краснодара. Ну а я еду домой и буду сегодня монтировать видео. Все, ребята, как я всегда говорю в конце, стучите в бубен, подписывайтесь, дергайте за колокольчик. Это с вами был я, Сергей Гут, и канал Викинг Лайф. Пока! Дай, бубнами. Аллочке, дай, Любимая игрушка. дай. Ну дай на минутку. Ну на минутку дай мне. На минутку дай. Все, сидеть. Ты все уже сломал? Отвернулся попой. Да, специально, чтобы никто не забрал ничего. Дай.
Страшная собака. А у меня вот эта игрушечка нет. А у меня вот такая игрушечка. А ему это Она не интересно. игрушечка у меня какая. Вот она игрушечка. Ему не нужна крутая игрушка. Какой жадный парень, жадный. Дай, Аллочка, дай. Ну дай. Ну дай на минутку, ну дай. Ну дай. Ну дай, дай, Орса. Все, уйди. Жадина, говядина. Соленый огурец. Дай. Отдай. Дай. Дай. Ну дай. Вот жадина. Не сдвинулся со своей койки. Вреден. Дай. Это моя игрушечка. Что ты ему нос прикрыл? Чтоб он открыл рот. Урса, дай. 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 Молодец, а мне жадничаешь. Сидеть. Сидеть. Что такое? Какая команда была? Сидеть. Сидеть. Молодец. Умничка. Хорошо. Лежать. Молодец. Хорошо. Стоять. Стоять. Сидеть. Лежать. Играй. Дрессированная собака, оказывается. Все, танцы с бубнами. Поел же. После обеда всегда так Весело. весело мы проводим время. Только бутылочек не хватает уже сгрызть.